Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об отличиях между аутизмом и интроверсией. Расстройство аутистического спектра. Что же это такое? Оно характеризуется постоянным дефицитом способности устанавливать и поддерживать социальное взаимодействие и социальную коммуникацию, а также рядом повторяющихся специфических и негибких схем интересов и поведения. Теперь поговорим про то, что такое интроверсия. Интроверсия – это черта личности, точно так же, как экстраверсия. Сейчас мы подробнее про это поговорим. Для начала хочу сказать в целом, как интроверты, так и экстраверты могут быть среди нейротипичных людей или среди аутичных людей. Итак, у нас есть два полюса – интроверсия и экстраверсия. Если у личности более выражены интровертивные черты, она будет ближе к этому полюсу. Если экстравертивные, к этому полюсу. Если посередке, то это будет называться амбиверт. Теперь подробнее поговорим про интроверсию и экстраверсию. Экстраверсия – это состояние, в котором преобладает интерес вовне. Экстраверты наслаждаются человеческим взаимодействием и проявляют такие качества, как энтузиазм, разговорчивость, напористость и общительность. Экстраверты заряжаются энергией, чувствуют себя хорошо, находясь рядом с другими людьми. Они получают удовольствие от деятельности, которая включает в себя большое социальное взаимодействие, большие компании людей. Они любят вечеринки, общественные мероприятия, публичные демонстрации. Они также хорошо склонны работать в группах. У них широкий социальный круг общения. Кому будет интересно узнать про это больше, ссылки на книжки по экстраверсии смотрите в описании к этому видео. Теперь поговорим про то, что же такое интроверсия. Интроверсия – это состояние, в котором преобладает интерес к собственному психическому «я». Интроверты воспринимаются как более содержательные, рефлексивные люди. Они часто получают удовольствие от занятий, требующих уединения, такие как одиночные прогулки, медитация, сочинительство. Интроверт наслаждается временем, проведенным в одиночестве, и находит меньшее удовольствие во времени, проведенном с группами людей. Интроверты легко перегружаются от слишком большого количества стимуляций извне. У интроверта узкий социальный круг, и такой человек образует устойчивые социальные связи. Более подробную информацию про интровертов вы сможете узнать, прочитав книжки, ссылки на которые я укажу в описании к этому видео. Итак, экстраверты – это люди, которые нуждаются в большем стимулировании со стороны окружающей среды, а интроверты нуждаются в меньшей силе такого рода стимуляции. И посерединке, как я и говорила, находятся амбиверты. Нужно понимать, что интроверты зачастую могут себя вести как экстраверты, а экстраверты в части повседневных дел могут проявлять интровертивные качества для достижения собственных интересов или собственных задач. То есть, если человеку выгодно, он может себя вести совершенно противоположным образом, подстраиваясь под окружающую обстановку или под контекст ситуации, ведя себя наиболее успешным образом. По каким внешним проявлениям можно определить, человек скорее экстраверт или интроверт? Экстраверты носят более яркую, декоративную одежду. Они украшают свои рабочие места. Они ставят на столы в офисе, например, тарелочки с конфетами и с угощениями. Они имеют дополнительные стулья, чтобы при возможности посадить вокруг себя других людей. В противоположности этому, естественно, интроверты носят более удобную, комфортную одежду. Они не украшают свои рабочие места, у них нет дополнительных стульев, и тарелочки с конфетами или с угощениями они ставят на стол крайне редко. Какие нюансы есть у той или другой линии поведения? Экстравертивная модель поведения более социально приемлема, она более одобряемая. Какие нюансы есть в той или иной линии поведения? Экстравертивная модель поведения, она более социально одобряемая, более социально приемлемая. В то же время тинейджеры, которые имеют экстравертивный тип поведения, характеризуются большим антисоциальным поведением, антисоциальными поступками. Интровертивная молодежь, хотя такая модель менее одобряемая, но она имеет большие способности к концентрации на одном деле, более глубокие способности к погружению и потому демонстрирует более высокие показатели в сфере науки и в сфере учебы. В общении также важно понимать особенности вашего партнера.
Опять оговорюсь, будь он аутичный человек или же не аутичный человек. Если у вас интровертивный партнер, а вы экстраверт, важно уважать потребность вашего партнера в уединении, в отдыхе. Если же вы интроверт, а ваш партнер экстравертного типа, то вам необходимо признать его потребность в широком круге социальной коммуникации, в широком круге социальных контактов. Что касается детей. Экстравертные дети нуждаются в более частых перерывах и в разнообразии учебной деятельности. Интровертных детей нужно чаще поощрять за публичные выступления, за ответы на уроках. Итак, как мы уже поняли, аутизм – это расстройство нейроразвития. Интроверсия – это черта личности, которая может быть как у нейротипичного человека, так и у аутичного человека. Итак, как же легко отличить интроверсию от аутизма? При интроверсии человек легко меняет свою линию поведения. Если ему нужно публично выступить, он это сделает. Пускай это будет ему сложнее сделать, чем экстраверту, но он это сделает довольно успешно. А аутичному человеку это сделать практически невозможно. Если у него есть сложности в коммуникации, сложности в установлении контактов, в моменте изменить свою линию поведения невозможно. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе новых выпусков и грядущих тренингов, в том числе по коммуникации. Ссылка на телеграм-канал в первом закрепленном сообщении. Всего вам доброго, до свидания.